Друзья, всем привет! Я Настя Фельдман и добро пожаловать на португальский остров Мадейра. Я живу на острове Вечной Весны, как его называют местные. И сегодня я открою вам 7 простых, но очень эффективных советов, которые сделают ваше пребывание на острове максимально комфортным. Итак, совет номер 1. Пожалуйста, не коверкайте название острова, особенно его столицы. Когда мы путешествуем, каждый город или местность имеет свою собственную идентичность, связанную не только с его историей, но и с его названием. Некоторые жители острова могут попросту обидеться на вас, а вы потеряете уникальную возможность познакомиться с новыми друзьями. Поэтому запоминаем, название острова звучит как Мадейра. Мадейра. Не Мадер, не Мадайра, не Мадейра, а Мадейра. А название столицы острова звучит как Фуншау. Фуншау. Не Фунхал и не Фунчал. Фуншау. Так будет комфортнее не только вам, но и жителям острова, к которым вы приехали в гости. Мадейра. Совет номер 2. Берите с собой больше налички. Многие люди до сих пор используют наличные деньги, особенно в маленьких магазинчиках, автобусах, барах и фрутериях. Если вы тратите больше 10 евро в маленьком магазине, то вы можете расплатиться картой. Ну а для более мелких покупок всегда имейте наличные, особенно в таких лавках с фруктами. Прихватите с собой 10 евро наличными, а они будут совершенно не лишними, и вы сможете купить сувениры, выпить пуншу или кофе в местной кофейне. Ну или, как я сейчас, местные экзотические фрукты. Совет номер 3. Выучите несколько базовых слов на португальском. Думаю, для вас не новость, что в Португалии говорят на португальском. А Мадейра – часть островной Португалии, и здесь тоже говорят на португальском. И если вы владеете несколькими элементарными фразами, это вам поможет наладить коммуникацию, в какой бы ситуации вы ни оказались, особенно в сфере обслуживания. Давайте попробуем выучить несколько простых фраз. У вас принимают заказ в кафе, и вы хотите сказать «пожалуйста», «por favor», «por favor». Ну а когда вам принесут вкуснейший кофе, не забудьте поблагодарить официанта. «Obrigada» скажут девочки, «obrigado» скажут мальчики. Ну а как же приветствие? «Olá», «olá». Так говорят мадрианцы, когда хотят поприветствовать друг друга. Причем неважно, в какой ситуации это происходит. Формальный или неформальный. Хоть официанту в кафе, хоть начальнику на работе. Bom dia, bom dia, добрый день. Так говорят, когда хотят кого-то поприветствовать утром. И важно, утро длится до 12 часов дня. Ну а потом наступает вечер, и в 12:01 говорят уже boa tarde, boa tarde. Ну а когда солнце садится и начинаются сумерки, все желают друг друга доброй ночи. Boa noite, boa noite. Причем это не означает, что человек сейчас собирается ложиться спать. Мадейра. Совет номер 4. Установите приложение Bolt для вызова такси. Увы, это не реклама, за которую мне заплатили, а жаль. Вы не представляете, насколько вы упростите себе жизнь. Несмотря на то, что общественный транспорт хорошо развит в Фуншале, все равно бывает необходимость куда-то поехать на такси. Особенно, если у вас нет машины в прокате. Все местные такси желтого цвета. И вам повезло, если вы находитесь там, где у них есть стоянка. А если нет, если вы пришли в гости или ресторан на другом конце города, и на часах уже час ночи. Лучшее решение проблемы – приложение Bolt. Это не реклама. Кроме того, это еще и дешевле. А иногда дешевле в несколько раз. Например, доехать ночью из аэропорта в западный Фуншал на обычном такси стоит 40 евро. А на такси, вызванном в приложении Bolt, 20. И да, Bolt – это единственный сервис приложения по вызову такси на острове. А почему нет Uber? Как так получилось? Это тема для отдельного видео. Когда-нибудь оно вот здесь появится. Дорогие друзья, прежде чем продолжить дальше, раз уж вы досмотрели до этого момента, я должна сказать, насколько мне важно ваше внимание к тому, что мы делаем. Ваши подписки, лайки и комментарии не только продвигают наш канал, но и дают сильнейшую мотивацию к творчеству. Для меня это очень важно. Давайте пройдем путь в 1000 подписчиков вместе. Прошлое видео набрало 1000 просмотров. А сколько наберет это? Мадейра. Совет номер 5. Берите одежду на все сезоны. Сегодня 14 апреля. Я не знаю, чувствуете ли вы, но на улице очень жарко. Просто нам очень повезло, и в эти дни к нам пришел из Африки теплый, горячий песок и ветер из пустыни Сахара. Явление это не такое частое, всего несколько раз в год. Во все остальное время стоит всегда одинаково комфортная погода от 20 до 25 градусов. Но только на южном побережье, где мы сейчас с вами и находимся. Так уж получилось, что остров представляет собой, по сути, вулканический хребет, торчащий из океана. Высота самого высокого пика, пика Арейро, 1862 метра над уровнем моря. То есть вы понимаете, что разница высот составляет почти 2 километра. Отсюда и разница температур. Поэтому, если вы приезжаете на остров и
и хотите подняться в горы самостоятельно или с экскурсиями, позаботьтесь о том, чтобы иметь с собой одежду на случай от 10 до 30 градусов Цельсия, даже если приложение погоды показывает стабильные 25 градусов. Совет номер 6. Не доверяйте Google Maps. Тут стоит подробнее объяснить. Конечно же, Мадейра нанесена на карты всевозможных приложений. От карт Apple до Google карт. По моему опыту, лучший дорожный навигатор все же Google карты. Но помните совет номер 5 относительно погоды на острове? Ну вы уже поняли. Рельеф острова представляет собой одну большую сплошную гору, дороги на которой прокладывали как умели. Это, конечно же, не касается новой сети автострад, которые опутывают весь остров. Сейчас я говорю о дорогах, которые будут вам попадаться за ее пределами. Тупики, узкие односторонние дороги, серпантины над пропастями и прочие прелести представлены на острове в большом изобилии. Когда вы смотрите на Google карту и приложение просчитывает вам маршрут, посмотрите и на альтернативные маршруты. Если они прямее, выбирайте их. Но не доверяйте точности прибытия. Помните, Google высчитывает это время для идеальной машины и дороги, а не исходя из реальности. Ну и последний, 7-й совет. Пожалуйста, бронируйте свой отдых заранее. Туристический бизнес здесь процветает. И на самом деле это краеугольный камень экономики Мадейры. И как ни странно, все благодаря ковиду. После 2022 года туристический поток возрос и увеличился до 2,5 миллионов человек в год. И это при том, что население острова Мадейра около 300 тысяч человек. Больше трети которых проживают в столице острова Фуншал, а все благодаря туристическому ребрендингу Мадейры. На Мадейре не бывает высокого или низкого туристического сезона. Туристы здесь есть всегда. И даже непонятно, когда их больше, летом или зимой. Потому что здесь все время что-то происходит. В любой месяц года на Мадейре происходит либо карнавал, либо фестиваль цветов, либо ралли. Ну а про Новый год я вообще молчу. Сюда собираются туристы со всего мира посмотреть на лучший фейерверк в Европе. Лето, понятное дело, сезон отпусков по всей Европе и в США. Поэтому, если вы не забронировали машину или жилье заранее, то, боюсь, вы не найдете ни того, ни другого в нужный вам момент. Ну а то, что останется, может быть не в той ценовой категории, которую вы ожидаете. Надеюсь, что наши советы вам пригодятся, и вы отлично провели с нами это время. Если вам было интересно, то, пожалуйста, поставьте лайк или напишите комментарий. Я все читаю и стараюсь отвечать на каждый ваш комментарий. Ну и до встречи на острове Вечной Весны. Ваша Настя Фельдман.